на Spotify ты бы просто далее бы нажал и даже не стал бы заморачиваться. Когда чиптюн, он выглядит круто, ну как мне кажется. Там можно было 2 раза лечь, и был шкаф, и все. Еще туда же варп на вайве, вот это вот прям, если ты чем-то занимаешься, ты автоматически попадаешь в какое-то комьюнити, которого как бы его даже нет, ну формально не существует. Всем привет, меня зовут Саша, я выступаю под псевдонимом Пирли Грей и ранее был известен как Твистбой. Вот, и я пишу как чиптюн, так и не чиптюн, в общем, музыку, в принципе, в разных жанрах. Вот, но сегодня мы больше про около чиптюн, наверное, поговорим. Как я пришел к чиптюну? Ну, значит, началось все так. Началось, на самом деле, достаточно обычно, наверное, для многих. Вот. Это с тех же самых игр с Денди, но не со всех. Там и с оговоркой, короче. Но было такое дело, да. Ну, мне в целом, наверное, из-за того, что у меня достаточно такая, можно сказать, музыкальная немного семья. Вот у меня родители играли в группе по молодости. Ну, вот. И потом у нас всегда музыка была в доме какая-то. Вот. И я помню, что я обменялся, в общем, картриджем с двоюродным братом. Я выменял у него, я не помню на что, но я выменял у него такой желтый картридж, единственный он был только вот у него, и все, больше никого не было. Короче, желтый какой-то такой стрёмный картридж с игрой Ferrari Grand Prix Challenge. Вот. И я в нее очень любил играть. Игра довольно скучная. Ну, как бы гонки на Денди, типа. Что там может быть интересного? Вот, но там была очень крутая музыка, под нее было круто ездить. Вот я просто ее включал и просто ехал, потому что там какой-то крутой такой ракешник. И вот я слушал его тогда, и думал, блин, вот это круто, конечно, да. Ну вот, но я вообще тогда, конечно, не задумался, что это, в общем, можно делать самому. Вот, о том, что это можно делать самому, я, наверное, начал немного понимать уже сильно позднее, когда у меня уже появился мой первый компьютер, вот, и на каком-то диске от какого-то игрового журнала, я, честно говоря, все время забываю, с какого, почему-то начали выкладывать релизы Sad Beat Peoples. Этот год был тогда, 2000, наверное, 9-й, 8-й, не помню точно. Вот. Но, в общем, на одном из таких дисков там было 2 релиза Sad Beat Peoples, это был No Sleep, Electric Heart Strike. И какой-то там еще был Мистер Спастик какой-то альбом, но я не понял, я его не слушал. Вот. А вот No Sleep я тогда слушал. Я тогда думал, блин, ну нифига круто. Это типа, что, можно, значит, самому сделать такое, типа, как на приставке. Вот. Но я, конечно, не знал, как они там это делают. У меня было никакого ни малейшего понятия, я просто ходил, слушал этот альбом. Вот, и все. Потом, значит, эта вся история с трекерной музыкой немного, она подзатихла, но потом началась опять. Вот началась она потому, что я как-то вовлекся в какие-то текстовые квесты. Вот. Там тоже есть своя какая-то сцена, там есть несколько движков, вот, все такое. И вот я как-то так вышло, что я как-то влетел в это сообщество по одному из движков, называется он Instead, можно, в принципе, его найти в интернете, он до сих пор существует. Вот. И прикол Instead был в том, что вот в игры, в которые я поиграл на нем, там были треки из мода архива. В основном это были... Ну, там не было много чиптюна, но это всегда была какая-то трекерная музыка, какие-то модули. Вот. И я уже был до этого знаком вот с трекерной, с модульной музыкой.
по каким-то тоже там обрывкам из каких-то игр, когда я заходил просто поискать, что там за музыка такая, я смотрю, и там 100 килобайт какой-то файл лежит. Вот, и не mp3-шка на 5 мегабайт, а там какая-то мелочь, и там какой-то рок играет. Думаю, нифига, это что такое, как так? Вот, и тут вот, когда я, значит, попал в текстовые квесты и послушал, значит, музыку с мод-архива и решил сам свои какие-то игры поделать. И я тоже полез на мод-архив и тоже там поковырялся, поискал музыку. И как-то вот я загорелся этой идеей, думаю, хочу в трекерах научиться писать. Вот, и я попробовал тогда, конечно, в трекерах пописать, но мне тогда вообще ничего не получалось. Вот, наверное, у меня начало что-то получаться, когда вот я открыл для себя Sunvox, наверное, из-за того, что он немного более, наверное, привычный, если ты работал с какими-то более классическими программами из-за его горизонтальной такой тайм-линии с паттернами вместо вот матрицы вертикальной классической. Вот, и горизонтальная тайм-линия с паттернами оказалась намного проще мне понять. Вот, и на Sunvox я уже начал что-то делать. И тоже там как-то это все пробовать как-то вставлять куда-нибудь, в какие-нибудь игры. Вот. И это все, в общем-то, происходило в полной изоляции, если говорить про какую-то сцену, вот именно про существование какой-то вот этой сцены музыкальной, да, в которой вот, люди выступают, играют какие-то концерты с каких-то приставок. Я вообще не знал, что это такое может быть. У меня не было никакого понимания. Вот, я как бы вырос, прожил 20 лет в деревне, вот, под Нижним Новгородом. Я не знал, что такое существует. Хотя, конечно, Нижний Новгород, Нижегородская область, можно сказать, такая какая-то колыбель чиптюна у нас тут. Три музыканта точно есть, можно так сказать. Вот. А с российской сценой я уже познакомился, когда переехал в Петербург. Тоже сильно позднее. Это случилось абсолютно тоже случайно. Скорее всего, ничего бы такого не было. Вот. Но просто так сложилось, что я устроился на работу, и тогда же на ту же самую работу устроился Саша Агроном. Вот, и мы с ним там познакомились. И он был знаком с Йовой, а Йова там что-то делал, какие-то концерты. И, в общем, так я как-то случайно попал на какой-то концерт в Ключе. Я не особо куда-то там стремился, куда-то попасть. Ну, в общем, мне Йова написал тогда и сказал, не хочешь поиграть? Вот. А я сказал, что нет. И вот я, значит, поиграл что-то. И так вот началось мое какое-то вовлечение в российскую чиптюн-сцену и вообще в какую-то музыкальную такую движуху, даже в глобального плана. Вот. А в целом, что происходило у нас с чиптюном, я, честно говоря, не знаю вообще. То есть я какой-то вот абсолютно отдельно, чисто случайно какой-то вот выросший какой-то человек на каких-то своих не впечатлениях, в общем, какая-то у меня, своя какая-то отдельная дорога. Вот, и вот то, что происходило тогда, там, после, наверное, в начале 2010-х, я, честно говоря, не помню, когда там я, из разговоров только знаю, вот, про саммер-бары и вот людей, которые тогда, были как-то, да, активны. И про Children of DOS и кучу всякого другого. Я это вообще не застал, я вообще не знаю, что там происходило. Вот. И только вот когда, получается, где-то лет 9 назад, да, вот я начал тут как-то, в общем, участвовать. Какой сцена была тогда? Я, честно говоря, моя сцена заканчивалась клубом «Ключ» тогда в целом. Вот, наверное, где-то мы еще играли, кроме него, но чаще всего мы играли в «Ключе». Это, я, естественно, всегда был не один, не было у меня сольных концертов. Вот. В основном, да, это был «Ключ», либо это была прям какая-то чиптюн-вечеринка, либо это было в довес к чему-то еще, к какому-то мероприятию. Вот, так как тогда этот бар он был дружелюбный ко всякой вот
такого рода, наверное, андерграундной музыки. Можно сказать, что это такая какая-то, да, там около, какая-то гик-культура, ну как? Ну, наверное, да, но можно, наверное, и так сказать. Наверное, это подходит в целом, если ты как извне смотришь на типа, музыку с приставок, то, наверное, это похоже на что-то такое. Но для меня, как меня не было такого личного ощущения какого-то, что вот я вот в какой-то гик-культуре там нахожусь. Ничего такого не было. Вот. Так что да, это, в основном вот это был ключ. И каких-то прям больших глобальных на тот момент вещей вроде бы и не происходило, а так что-то по чуть-чуть. Здесь поиграли, там поиграли. Вот. Но со временем начались какие-то более какие-то серьезные, не знаю, не проекты, наверное, но можно сказать и проекты, наверное. Это в основном вот тогда тем Грануб занимался. Вот, и сначала у нас какие-то масштабные, ну, внутренние именно, из наших музыкантов, какие-то более такие масштабные мероприятия начали проходить, а потом вот, к этому еще добавились всякие зарубежные музыканты. Там, не так их много было, вот, но было тоже очень круто. Вот, а потом как-то это продлилось, ну, вот сколько, наверное, я вот выступал как твистбой, это где-то 3 года. Вот все 3 года оно так, в принципе, это и шло. Вот. А потом, честно говоря, не знаю, что там стало, потому что я немного отошел от дел, так скажем, по многим причинам. Вот, поэтому, ну, в принципе, было интересно. У меня вообще, на самом деле, нет никаких сожалений по поводу вот каких-то, ну, по поводу прошлого в целом, наверное. Ну, вот достаточно было интересное время. Вот я помню, как с Геймгейтом познакомился. У меня вообще Геймгейт интересный тоже персонаж. Ну, Геймгейт, если ты смотришь этот персонаж, это не в обиду сказано. Вот, ты вообще очень интересный человек. Вот, я помню, как мы с ним познакомились. Я тогда жил в очень маленькой комнате, вот, потому что у меня не было денег, и мне надо было срочно куда-то съезжать, вот, где-то что-то снять. И мне коллега с работы предложил переехать в его комнату, из которой он съезжал. Но я переехал в нее, да, она такая была очень микроскопическая. Там можно было 2 раза лечь, и был шкаф, и все. И мы, значит, с Геймгейтом в этой комнате спали, в общем, вдвоем. Какое-то время, когда вот он приезжал в Петербург. Ну, было вообще забавно, что ходили там с ним. Тоже какой-то весной это было. Вот, было такое хорошее время, веселое. Да, с твистбоем, значит, ситуация была такая. И вообще тогда, во-первых, был, для меня лично переломный достаточно момент. Вот, потому что я тогда познакомился со своей будущей женой, вот, и на тот момент, как я уже сказал, было лет мало, мне было тоже лет мало, я не совсем понимал, как мне, короче, встроить все это вместе как-то, я не знал, как это нормально сделать, и вообще можно ли было это сделать. У меня я просто не понимал, что происходит на тот момент. Вот, это был первый, какой-то такой, первая причина, да, почему так произошло. А вторая, мне кажется, отчасти это я сам себе в ногу выстрелил тогда, потому что в какой-то момент я понял, что у меня начало прям получаться. Вот и тогда последние вот этот, наверное, полгода, год, когда я выступал, у меня там были новые треки, которые я так и не выпустил. У меня там они лежат в полудоделанном состоянии. Вот. И тогда вот чиптюн на LSDG, который я писал, я понял, что, это круто, что у меня что-то начало крутое получаться, но им не так, что прям все, это конец, да, а что вот оно начало получаться, и вот я сейчас продолжу, и будет вообще очень круто. И вот это вот какая-то, появилась какая-то тоже такая, я бы не сказал, что нездоровая, очень даже, наверное, здоровая была такая гордость
за себя, что я вот потратил какую-то кучу времени, как-то старался, и вот у меня начало что-то прям получаться, то, что мне нравится. И, наверное, меня это как-то напугало тогда. Вот. Потому что, ну, вообще, во-первых, типа, гордиться же плохо собой, правильно? Ну, как я тогда думал, я думаю. Вот, это раз. Вот. А во-вторых, не знаю, просто, может быть, это была боязнь, какая-то боязнь успеха, может быть, нет. Тут уже сложно сказать, так как все-таки это в прошлом, и воспоминания все равно достаточно размыты. Я помню, что еще была проблема у меня тогда, что я начал тогда писать музыку для людей, то есть типа с расчетом на то, что я буду выступать, и вот чтобы людям понравилось, короче, услышать на концерте, вот так. И вот этот тоже настрой, он меня как-то выбил тогда из колеи. Я прям настолько на это сконцентрировался, что у меня ничего не получалось. У меня получалась какая-то скучная какая-то гадость. Это, конечно, не вяжется с тем, что я до этого сказал, что стало круто получаться, но на самом деле так и было. Вот были вот эти две противоположные вещи. Вот одна — это вот то, что у меня там технически и музыкально начало все становиться намного лучше. А другая — это то, что я застрял вот в этом, что нужно писать для концерта, нужно там делать для людей, там, чтобы стать, не знаю, чтобы все там думали, о, так как круто. И вот эти две, в общем, сущности, они боролись между собой. Плюс к этому всему добавились мои там, новые отношения. И, в общем, я, честно говоря, не знал, что с этим всем делать. Вот, и в целом получилось немного сумбурно тогда, наверное. Ну, сложно сейчас сказать, потому что, ну, прям наверняка, все-таки это было достаточно давно. Вот. Но вот, видимо, я почувствовал, что нужно что-то поменять тогда, и я просто взял и поменял. Взял себе новый псевдоним и решил как-то, ну, как решил, точнее, я все равно что-то делал на стороне всегда, ну, относительно там, просто чиптюна на геймбое, я все равно там дома потихой что-то делал. Вот, и на гитаре там играл, и в Sunvox тоже что-то делал. И, в общем, я решил, что надо что-то еще попробовать, и вот я решил сменить, значит, псевдоним и попробовать что-то еще. И вот так получилось, что у меня два псевдонима, хотя на самом деле... ну ладно, еще мне Twistboy почему-то стал не нравиться, я не знаю почему. Это тоже странно было. Ну, возможно, из-за вот всего того, что я сказал, оно как-то все сложилось, и меня просто начал вызывать отвращение сама вся, не знаю, презентация какая-то этого проекта. Вот. Все-таки это были достаточно безумные годы для меня, ну сейчас, по крайней мере. Ну, вот. Ну, в целом там такое было время, не буду углубляться. Вот, я бы не сказал, что я там был такой прям на коне, так сказать, что у меня была такая супер классная, счастливая жизнь. Ну вот, и поэтому, может быть, хотелось как-то от этого как-то провести какую-то черту и оставить это все в прошлом, да, все, что тогда происходило, и начать как бы все заново. И, наверное, поэтому вот так вышло. Я взял себе такой псевдоним. Вот. А почему такой псевдоним, на самом деле, тоже я не знаю. Почему? Ну, это если честно отвечать. Если честно отвечать, я не знаю, почему так. А если не очень честно, то на самом деле как-то так получилось просто, что вот он как-то везде встраивается сам. То есть, типа, получилось так, что сначала появился псевдоним, а потом появился его смысл. Вот. То есть, и получается так, что, значит, Sunvox с серой иконкой, у геймбоя 4 цвета серых, живу я в сером городе, и, в общем, как бы вот. И вот и псевдоним. А может, так и получилось. Но это было подсознательно, и я об этом сознательно тогда не думал. Просто выбрал то, что, как мне казалось, просто звучит приятно, и все. Расскажи про лейблы. Да, ну,
Был, значит, у меня свой такой небольшой лейбл, можно так его назвать. Назывался он Tract тогда. Почему я решил вообще его создать? На самом деле по одной простой причине. Мне хотелось что-то сделать хорошее, в общем-то, и все. И моя идея заключалась в том, что я не хотел делать просто лейбл, вот просто сделать лейбл, выкладывать музыку чужую, и типа и все. Мне это было не очень интересно. Вот, я хотел вместе с этим предоставить какой-то сервис дополнительный. Да, из-за того, что я был в какой-то вот группе людей, и мне хотелось быть полезным, скажем так. Вот, и я знал, что я мог сделать, и, в общем, я пытался это делать. И поэтому вот родилась идея сделать свой лейбл, и его такая основная фишка была, это вот кассетные релизы, в общем. И их там было всего штук, не знаю, 7, наверное. Вот. И, то есть кассетные релизы я брал все на себя. Вот. Впоследствии мы это брали все на себя, вот вместе с женой. Она мне там помогала с отправкой, в общем, со всем остальным. Вот. И дело, значит, было так. Я сам искал музыку, которую бы я хотел выпустить. То есть это был вот прям именно такой курируемый от меня плейлист, можно сказать. То есть вот только вот прям то, что мне прям нравилось, я хотел туда выкладывать и как-то издавать. В общем, я искал, договаривался, предлагал, мол, давай там кассеты замутим или там еще что-нибудь. Предлагал там, не знаю, какой-то, скажем, продакшн. На тот момент какой там он был, вот мы там с Геймгейтом что-то совместно делали. Потом все шутили, что ха-ха, твистбой, это все твистбой, короче. Но на самом деле нет, вот, просто мне очень альбом понравился, я хотел сделать его прям вот чуточку еще получше, вот, потому что он прям очень был крутой, как мне показалось. Ну вот, и, значит, я тогда заказывал минимальный тираж кассет, там 30 штук, это вот у GoTape в Петербурге. Печатал обложки, сидел сам, нарезал обложки, искал, в общем, как мне сделать красивые обложки. Вот. Я потом в итоге делал из достаточно плотной такой бумаги, там, почти под 300 грамм, наверное. Вот. И сидел руками, в общем, нарезал эти 30 обложек. И потом мы их рассылали и как по России, и за рубеж. За рубеж на самом деле больше. Вот. И в целом мы продали вообще все кассеты, которые мы выпускали тогда. То есть в целом, ну, я считаю, было достаточно успешное такое предприятие. Вот. Ну, оно даже не то, чтобы оно там загнулось или что, просто... Ну, такого рода лейбл, на самом деле, поддерживать долго достаточно тяжело. В том плане, что ты не получаешь особо с этого никаких денег. Там, ну, даже, не знаю, даже... Насколько тут, в принципе, важны, наверное, деньги, так это больше все-таки все равно за идею делается. Вот. Не, но деньги тоже, как бы, деньги приятно иметь. Что-то мы, конечно, все равно зарабатывали, ну, так, чисто символически. Это было все равно приятно, но не настолько, чтобы, да, можно... Ну, хотелось просто продолжать этим заниматься вот постоянно. Вот. И в конце концов он как-то так вот по-тихому как перестал работать, я перестал там что-то делать. Хотя у нас был в процессе один релиз, вот он, к сожалению, подвис там в каком-то неопределенном тоже состоянии. Вот. Но в целом это было успешное предприятие, так что не могу порекомендовать, конечно, этим заниматься, но только если прям очень хочется. Мне кажется, что вот такого рода вещи, они, ну, прям, ну, я хочу верить, что это реально полезно было. Вот, что, ну, кроме, ну, я не мог, в принципе, предложить, то есть, да, как обычно это бывает, наверное, если какой-то создается новый лейбл, то он создается на основе, ну, если не считать прям совсем какого-то чиптюн андерграунда, там, непонятного, то обычно просто за этим кто-то стоит, достаточно известный, чтобы просто вот через него, получается, его аудитория, она пришла в аудиторию вот этих других музыкантов, которых типа, нет аудитории особо. Вот. А у меня такого не было, вот у меня был больше какой-то такой сервис, вот, можно так сказать.
А в целом, типа, нетлейблы, они, если говорить, что там, какое вообще у меня к ним отношение, ну, отношения, я знаю, у людей разные есть, кто говорит, они вообще нафиг не нужны. Но мне кажется, что все равно от них есть толк, но на самом деле даже сейчас, если, наверное, проводить какое-то кураторство прям серьезное. То есть если курировать музыку и отбирать ее, то есть выкладывать вот только то, что ты хочешь выложить, то в этом на самом деле даже вот сегодня, в 23-м году, в этом много смысла, потому что очень много музыки, просто бесконечно. Какую чиптюн-сцену я застал, значит, международную? Ну, какую-то застал. Вот. Застал я по большей части все существование Chiptune Swing. Да и, наверное, и все, потому что больше я нигде не участвовал. То есть в Beat Collective я вообще, он там без меня прошел. Ну, там потом появился какой-то микроколлектив, еще какие-то вещи. Ну, я как-то в этом особо не участвовал. Вот я решил вот трек заслать на Chiptune Swing. Решил, блин, я вот сейчас сделаю и зашлю. Я сейчас сделаю круто и попаду туда. И вот я сделал круто и попал туда. И потом я, я пропустил, наверное, годик, может быть, может 2. Вот. Но я так вот каждый год я сидел, писал трек на Chiptune Swing. Вот. И под конец я там еще заделался судьей, значит, два последних, наверное, 2 последние из этих компиляций. Я в том числе голосовал, там, отбирал треки. Это было непросто, это тоже абсолютно неблагодарное занятие, как оказалось. Потому что прослушать 150 треков и выбрать из них 50, ну как выбрать, это проголосовать за все 150, а потом просто по сумме голосов, там, очков, они как бы сортируются. Ну, не совсем так, потому что там под конец все равно проходила фильтрация человеком, который Chiptune Swing этим занимался всем. В итоге он решал, что там будет, а что нет. Вот. Но все равно это было тоже такого же рода занятия, вот как с лейблом, что хотелось просто что-то хорошее сделать, да, для людей. И я, в общем-то, и делал. Мне было в целом приятно самому этим заниматься. Ну вот, и как бы и все, наверное. Что там еще было интересного? Да, честно говоря, даже и не знаю. Блюфест тогда уже загнулся вроде. Был же этот самый... Чипбит же организовывал... Ну, не Чипбит организовывал, а Чипшот организовывал же фестивали в Австралии вот, и в Японии. Вот это было прикольно посмотреть, конечно. Ну, я там, конечно, лично не был. Вот. Но видео прикольные оттуда были. Вот. А так, в целом-то, наверное, и все. На самом деле, несмотря вот на мое какое-то вовлечение в Chiptune Swing в последние годы, я все равно как-то не тогда, в принципе, я не мог себя назвать каким-то членом комьюнити, в кавычках. Тем более сейчас я вообще... Мне не нравится эта тенденция, что если ты чем-то занимаешься, ты автоматически попадаешь в какое-то комьюнити, которого как бы его даже нет, формально не существует. Ты просто по какому-то признаку ты попадаешь в какую-то непонятную группу людей, с которыми ты теперь вы теперь одно, целое вообще. Не люблю я такое. Вот, я как-то сам по себе, в общем. Вот. Какая там сцена сейчас, честно говоря, я вообще не представляю, что там сейчас происходит. Вроде что-то происходит. По крайней мере, вот на Ютубе недавно. Я так что-то нашел пару-тройку каналов мне подкинул с какой-то новой музыкой, с геймбойной. Вот как раз на последнем был с диджей. Это достаточно интересно. Хотя, конечно, это уже совсем не то, что было 8 лет назад. То есть сама музыка, в принципе, другая. Она звучит абсолютно не так. Но это связано с тем, что вот инструмент поменялся, и как бы музыка в целом тоже
поменялось из-за того, что какие-то новые возможности появились. Но в целом вообще прикольно. Вот. А так я не особо слежу, наверное. Может быть, если бы я прям следил, я в принципе лучше знал, но для меня там не происходит практически вообще ничего. Вот, кроме каких-то вот небольших там событий, через которые я через третьи лица узнаю. Типа вот как недавно там выходил альбом, наверное, на Family-Tracker'е, который написан. Ну, тоже какой-то сборник. Но, скорее всего, он через этот самый... Через Battle of the Beats, наверное, как-то там же тоже куча народу сидит. В основном на Фамике пишет. Вот. Ну, тут я не знаю, честно говоря. Это надо к Володе, к Дезмарусу с этим вопросом идти. Он, наверное, больше расскажет. Вот. Так что, да, тут я, к сожалению, ничего не могу сказать. Вот. А что у нас в России сейчас происходит? Ну, тоже как бы, не знаю, ничего особенного не происходит. Вот. Из-за всяких тут событий, о которых вы сами прекрасно все знаете, но все достаточно, на самом деле, резко оборвалось. Ну, никто не ожидал такого, естественно. Мы как бы только вроде оправились после ковида, и вот тогда Макс Фионаут организовал Чиптюн Мафию в Москве там в августе, и вот я на нее съездил с Йовой, мы съездили вдвоем, и было так круто, и вроде как бы все на подъеме, а потом так раз, и как бы все резко оборвалось внезапно. И подъема не случилось, как бы случился полный крах вообще. Вот. Но я думаю, что все равно это как бы не конец, никто точку не поставил, крест не поставил на этом, поэтому вот опять же там Йова организовал 2 концерта в Петербурге и в Туле, и ну, было круто. На самом деле это, наверное, были одни из таких, не знаю, сложно сказать, лучших концертов, но как-то прям, было приятно. Во многом, наверное, потому что не было прям каких-то совсем каких-то стрёмных вещей. Вот. И мы были как бы и не в соло, опять же, тут побольше это заслуга Йовы. Вот, и его там людей, которые на него подписаны, его фанатов, в общем-то, самых преданных, наверное. Вот. Так что вы, ребята, вы очень помогли. Без вас бы вообще было не то. Вот. Но это было реально, были крутые 2 концерта. Так что в целом-то все не так плохо, все не так мрачно. Возможно, в ближайшем будущем что-то, если больше никаких чрезвычайных ситуаций не случится, вот, может быть, как-то оно опять потихонечку начнет как-то подниматься. Что вот за русскую Чиптюн Мафию вообще обидно было, конечно. Потому что вроде бы казалось, что, вот это вообще, вот это прям круто. Это первый раз, когда у нас когда Чиптюн, он выглядит круто. Ну, как мне кажется. Я считаю, что русская Чиптюн Мафия — это крутая идея. Вот. Но вот внезапно, неожиданно пришлось поставить это все на паузу. Что такое успех в Чиптюне? Ну, успех для всех разный. Успех каждый для себя определяет сам. Так что, смотря чего вы хотите. Если вы хотите денег, конечно, и бросить работу, но это точно не подойдет. Вот. Но и то сложно сказать, потому что не подойдет, точно не подойдет это вот написать там долбежку и в клуб сходить, потусить. Тут на такое не проживешь никак, мне кажется. А вот если это будет больше какая-то композиторская работа и, например, там создание саундтреков для игр, на самом деле для этого есть рынок. Вот. Но в него просто надо попасть как-то, суметь. Причем есть даже рынок для прям совсем такой пуристский, то есть прям вот железный. Даже если вы хотите там писать прям на железе, вот со всеми ограничениями, можно даже это как-то продать, потому что сейчас, как я понимаю, сделать новую игру под Сегу и выпустить ее на картриджах с новым саундтреком — это не что-то невероятное, это происходит. Вот. И я знаю, что даже из рук в руки, так сказать, там
через руки знакомые знакомых знаю, да, знаю людей, которые этим занимаются, и ну, что-то они там точно зарабатывают. Можно еще взять как пример Мишу Рублева, вот, на Clear Mushroom Boom, вот он как бы, ну он не то чтобы, наверное, Миш, ты прости, конечно, я не знаю точно, но вроде как он себя не позиционировал он никогда прям как вот музыкант, вот. Ну, в общем-то, наверное, как геймдев он себя не позиционировал. В общем, не знаю, он сам в комментарии напишет, но вот человек, он пишет музыку, как бы он и вот и выступал, и на концертах ее там играл, и люди его знают и слушают тоже. И там выставляют комментарии, и для своих игр он музыку писал. Но в то же время, несмотря на то, что у него уже есть, да, вот там свои игры, для которых нужна музыка, там вот это все, я знаю точно, что вот он мне говорил не один раз, что у него появляются проекты от друзей каких-то разработчиков игр, знакомых тоже, наверное, опять знакомых и знакомых, которым тоже нужна музыка, и он делает вот такие какие-то всякие заказы, пишет там на разных вещах тоже. На Феймтрекере, я знаю, писал, и последний раз на Фернесе он вроде что-то писал. Вот. Так что это тоже путь очень такой неплохой в целом. Вот. Но я не Миша, это лучше у него, конечно, спрашивать, а то я сейчас навру. Навру вам треску арбо, потом скажет, что, блин, не, ребят, не надо так делать, вообще тоже не советую. Вот. Но в целом, да, если так подытожить, то успех определяете вы сами для себя. Если сыграть концерт, для вас это успех, но для меня был это успех, но я считаю это круто, то этого можно добиться, это реально круто. Ну, то есть я как бы человек, ну, достаточно тихий, наверное, можно сказать. Мы с женой дома сидим, обычно просто что-то делаем, у нас там нет никаких тусовок, гулянок, там, вот, мы просто сами по себе в тишине там чем-то занимаемся, вот, но концерты для меня это вот, это как бы, ну, не способ, наверное, способ, но это какой-то вот такая, наверное, лазейка для вот этой части, которая хочет поплясать, там, не знаю, побегать, попрыгать и вот прям выпустить вот эту какую-то энергию физическую наружу. Вот, это для меня вот такого рода. На самом деле я не знал, что мне это нравится, пока я не попробовал. Оказалось, что это очень круто. Вот, поэтому если определить успех так, что вот выступить на концерте, чтобы люди там послушали, потусили, не знаю, поплясали, то этого вполне можно достичь, я думаю. Особенно если, опять же, не будет вот таких вот жестких каких-то провалов. И можно будет организовать какой-то там, ну, какое-то более такое расслабленное мероприятие, не знаю, там или с открытым микрофоном, или просто прям называть, кто хочет показаться, вот, выйти на сцену и все. Вот, в целом-то в этом такого ничего нет тяжелого. Вот. К вопросу про fake true. Это из-за того, что так все смешалось, что вот я поделал и true chiptune, и на гитаре там я играл, и здесь что-то я делал, и там что-то делал. И оно все так замешалось, что получается что-то достаточно тоже, ну, достаточно такое обособленное. Я просто, не знаю, честно, вот я не вижу прямо сейчас смысла, но из-за того, что я на самом деле так вот просто уже зашел куда-то далеко, у меня уже просто это было. То есть у меня был этот период true chiptune, и потом он просто закончился, и я думаю, что его больше не наступит, в принципе, наверное, никогда. Вот, потому что, ну, как я говорил, что вот пропал какой-то азарт, соревновательный элемент, и уже как-то просто нет смысла себя ограничивать вот в таком плане. Так что, наверное, да, вот если ты этим никогда не занимался, то вот в этом есть прикол. Особенно вот я знаю много людей, которые говорят, что я писал музыку в Ableton, там, в FL Studio, делал так долго, там, несколько лет, я пытался что-то делать, и у меня ничего не получалось. А потом я взял геймбой,
И думаю, блин, так круто. И начал прям штамповать музыку, прям у меня музыка прям идет. Но она идет как бы, да, потому что тебя геймбой загоняет в достаточно жесткие ограничения. Ты не можешь, там, у тебя просто нет варианта, типа, сидеть и выбирать. Вот, ну, у меня так было, но у меня было наоборот, да, я больше сначала на геймбой писал, а потом перешел как-то за компьютер. И вот за компьютером ты так сидишь. У тебя там, не знаю, 20 компрессоров, ты выбираешь, какой бы мне компрессор выбрать сегодня. Блин, вот хочу такой или такой. Особенно, когда ты не очень понимаешь, что ты делаешь, это отнимает просто огромное количество времени, и ты уже, пока ты этим всем занимаешься, ты уже музыку не пишешь, ты уже устал и хочешь пойти поспать. На геймбое такого нет, там, что там, 4 канала, ты даже не можешь громкость подстроить, у тебя там есть выбор, там, сколько мне выбрать? Ну вот 5 слишком громко, а 4 слишком тихо. Ну, пусть будет 5, короче, ну и все. И, в общем, вот такого плана ограничения, они помогают просто отбросить это все ненужное и сосредоточиться на том, как именно, на композиции и на том, как оно там звучит, это все вместе. Вот. Так что, если вы этим никогда не занимались, и ограничения какие-то вас не пугают, наоборот, кажется, что, блин, это будет сложно, но это будет, короче, интересно. Я сейчас попробую, потому что это сложно. Вот тогда, да, тогда надо топить за вот это, за true chiptune, что, блин, только на геймбое, больше ни на чем. Я даже на одном канале буду писать. Я напишу альбом на одном канале, просто потому что это, вот в этом есть азарт. Потому что никто этого не будет делать, скажет, ты больной, что ли? А ты такой, я сделаю. И ты сделаешь, короче, и это круто. Это прям интересное занятие. Ну и музыка получается. Че, хорошая музыка, плохо, что ли? Вот. Так что да, не сказать, что то плохо и это плохо, просто в разное время, наверное, по-разному. Моддинг как часть чиптюна, значит. Ну да. Ну, можно так сказать. Все-таки, ну, наверное, с этого, ну, лично у меня с этого началось, раз в разговор про это зашел, вот, и я сейчас немного вернулся в какой-то моддинг разных штук, не то чтобы это сильно практичное что-то, вот, это, ну, больше просто какая-то небольшая такая кастомизация каких-то тех же там приставок, например, там, ретро каких-то приставок, вот, еще мыши я там немного тоже модил, вот, в основном просто чтобы было просто приятнее пользоваться, вот, да и все, наверное. Вот. А началось, наверное, да, в целом-то с того же чиптюна это пошло. Я просто не помню, я занимался ли чем-то таким до чиптюна. Возможно, нет, но это не точно. Я как бы что-то делал все время, ну, всю свою там молодость, так скажем, не молодость, наверное, детство и юношество. Молодость-то она сейчас как бы идет. Вот. Но я что-то все время делал, какие-то у меня были придумки, в общем, я там что-то все изобретал. Вот я начал опять чем-то таким заниматься, ну, когда у меня появились какие-то деньги, во-первых, ну, какие-то свободные. А во-вторых, вот я тоже узнал, ну, точнее, я узнал про это, наверное, сильно раньше, потому что у меня мой первый геймбой, он был заказан с Кичибента тогда еще, вот, уже прям с модами совсем. Вот, я тогда смотрел там в магазине на них, думал, блин, вот прикольно, конечно, там, они же такие, там цветастые, там, знаете, там, ну, не зубочисткой, а зубной щеткой вот так вот брызгают, там, разными цветами, там такие капли. И я думал, вау, так круто. Вот. И вот мы тогда с коллегой с работы заказали 2 геймбоя оттуда. И вот я получил это за моде на геймбой, я прям проникся тогда. Но потом случилось непредвиденное обстоятельство, оно заключалось в том, что я писал музыку на нем. И вот я тогда жил в той самой крошечной комнате, и у меня стоял стул рядом с кроватью, вот, на котором я пил чай. И, в общем, я писал музыку, я положил туда геймбой рядом с этим чаем. И я не помню, что случилось потом, но, в общем, случилось так, что как-то нет. Я вспомнил, что дело было так.
Значит, я кладу геймбой на пол. Почему-то. Но чай у меня стоит на стуле. И потом чай я, конечно, допил. То есть там просто была кружка. Но почему-то так случилось, что эта кружка полетела вниз в какой-то момент, и она полетела ровно на экран, в общем, геймбой, и мне экран геймбоя разбился нафиг. И это был мой единственный тогда геймбой, и я прям горевал, думаю, блин, что же мне делать? А денег на новый замоденный у меня не было. Ну, все-таки не дешевое это было удовольствие на Кичбенте там покупать. Ну, я думаю, ну, блин, что делать? Пойду куплю без модов. В общем, я купил без модов геймбой. Я не помню, где я его взял. Наверное, ну, на eBay, наверное, заказал по дешевке. Тогда еще можно было и особо... Ну, не так, что их там прям сильно скупали. Короче, получил я этот геймбой. Пока я делал на нем музыку, там, без подсветки, без всего, думаю, не, ну это гадость полная. Ну, пора. Ну, думаю, ну ладно, что там будет? Ну, вроде, паять я, конечно, не паял особо. Ну, вот в колледже я учился, у нас там была практика, я паял там, думаю, ну что, смогу припаять-то? И вот, и так началось, значит, я заказал там подсветок, поставил себе подсветку, вот. Потом еще там я купил геймбоев, еще поставил туда подсветок и про саундов, в общем. Потом вот там корпуса менял. И как-то вот это было так интересно, на самом деле, этим заниматься. Вот. И вот эти геймбои, которые я тогда делал, они до сих пор где-то гуляют по рукам. Один я помню, я Геймгейту отдавал. Тоже собрал его из каких-то там, из частей, в общем, из подручных средств, можно сказать, склепал ему геймбой. Вот. Еще тоже знакомый мой друг, он меня заказывал аж 4 штуки, наверное. Не знаю, почему. Я не помню, я даже спрашивал у Престона или нет. Если просто смотришь, привет тебе. Вот. Ну, в общем, говорит, ну, а ты можешь мне сделать? Я говорю, ну да. А мне, типа, 4 штуки. Я такой, типа, чё? Вот, ну ладно, думаю, ну круто, чё, какой-то даже заказ. Ничего себе, думаю, вот это да. Ну вот, и я сделал эти 4 штуки, а потом он их раздал, продал разным людям. Ну вот, и они до сих пор где-то есть у кого-то. Знаю, у Олега Final Sketch 1 точно есть, у Space Cosmo 1 сейчас есть. Вот, так что вот не зря делал, в общем. Пополнил рынок геймбоями, можно так сказать. Ну, моддинг это, да, прикольно. Когда есть средства и время, то это очень весело. А когда нету, то не очень. Поэтому, если денег нет, то я не рекомендую этим заниматься. Вот, но если есть, то рекомендую. Чиптюн жив, мертв? Да я не знаю, но как я бывает в чат пишу там вот этот... Я забываю, как зовут людей. В общем, из «Игры престолов», там вот, что мертвого умереть не может, в общем, и все. И типа вот так. Вот думайте. В общем-то. Да нет, конечно, куда он денется? Ну, блин, сложно такое. Сложно вообще убить то, что не живет. Ну, типа, как можно сказать, что Чиптюн живет? Ну, он просто существует. Он так и будет существовать, он никуда не денется. И вот, значит, человек слушает там, не знаю, топ-100 Spotify. Каждый, там, не знаю, месяц он там что-то меняется. Вот, но звучит это все примерно одинаково. А потом этот человек идет и слушает что-то очень старое. Вот, да даже, наверное, не очень старое, на самом деле, даже какая-нибудь Нирвана из 90-х, она звучит абсолютно по-другому, совершенно не так. Вот, и это звучит свежо, и на самом деле круто. И вот я зашел на YouTube послушать Oasis, и это звучало и правда свежо. Ну да, типа 90-е там какие-то. Но на фоне перенасыщения вот текущей музыкой звучит прям очень свеже. Вот. И возможно будет, ну, может случиться так, что такой же какой-нибудь чувак, который живет непонятно где, вот, пойдет поискать, а что там еще есть. Или каким-то, в общем, неведомым образом, вот он наткнется на Чиптюн и подумает, блин, так круто. Тоже хочу так делать, тоже хочу быть крутым. Вот. Так что даже через 100 лет сложно сказать, умрет ли он через 100 лет. Ну тут уж сложно. Может и нет, а может и да. Ну,
в ближайшее время точно нет. Вот, поэтому можно быть спокойным. Чаще всего я быстро что-то начинаю писать, вот когда перед концертами. У меня прям так сразу оно все само пишется. Ну, вот. Но это неизвестно. Ну, как бы время покажет. Так что пока что я выкладываю только в канал свой в телеге, там какие-то кусочки. Но обычно это на самом деле такого плана. Там вот я просто сижу, думаю, блин, хочу что-то поиграть. И я так играю, там что-то записываю. А потом выкладываю. Думаю, о, прикольно. Я недавно, на самом деле, переслушивал даже какие-то свои вот эти зарисовки, там какой-то ambient. Думаю, блин, а что-то даже круто как-то, думаю. Блин, походу надо и третий альбом собирать, надо из ambient, короче, альбом собрать. Буду как Aphex Twin, у меня будет Selected Ambient Works, короче, через там 3 года. Так что вот, еще будет третий альбом, значит. Так что да. Ну, в целом ничего не загнулось, как бы просто все достаточно сейчас медленно идет. Вот, но я думаю, что, ну, я чувствую сейчас какой-то есть подъем вот в плане музыки, что как-то хочется посидеть музыку поделать какую-то. Вот. И так что я думаю, что в следующем году я бы хотел что-то уже закончить из того, что есть. Скорее всего, даже не в середине года, наверное, это будет ближе к концу, но тем не менее, как бы обещать не хочется, но я постараюсь. Вот. Ладно, номер один меня бесит. Меня бесит песок этот ужасный, вот этот скрежет, просто я его не переношу. Я вам даже так скажу, мне кажется, я себе тоже этим много выстрелил из-за того, что мое первое такое серьезное увлечение музыкой, это был чиптюн на геймбое. Я привык, что музыка должна звучать вот так, она не должна так звучать. Нет, это ужасно. Вот этот высокочастотный скрежет, он очень утомительный, его реально очень тяжело слушать. Ушам тяжело, в общем. Вот, это прям отврата вообще, самый, наверное, что есть. Но на концерте не слышно этого. Вот, на концерте намного лучше, чем когда ты прям из про-саунда в компьютер включаешь и слушаешь вот это. Вообще уже ужас. Второе, что меня бесит, это халтура, но это халтура меня бесит вообще в принципе. Это моя жизненная ценность, так скажем. Меня прям терпеть не могу. Вот мне прям раздражает. Ну, то есть не то, что раздражает. Раздражает тоже. Но просто я хочу увидеть что-то крутое. Вот. Чтобы мне прям глаза загорелись. Вот так было. Вот. Ну, почему я начал вообще музыкой заниматься? Или вообще любым, почему я начал заниматься? Потому что была такая ситуация. Я что-то увидел и думаю, блин, вот это так круто. Я тоже хочу так. И я начал это делать, в общем. И вот это прям любая абсолютно история. Вот. И хочется себя окружить чем-то крутым. Но сейчас я не слежу, я поэтому особо не знаю, что там происходит, не происходит. Но я помню, когда я постоянно слушал чиптюн музыку, столько какой-то, откровенной какой-то халтуры. Я не знаю, как это еще назвать. Наверное, так, это тоже будет такое ответвление. Что опять это мы уйдем куда-то вообще не туда. Но когда я только вписался в эту какую-то чиптюн-движуху, особенно в зарубежную, у нас как-то так, видимо, из-за нашего какого-то вот этого российского менталитета, в кавычках, у нас это не особо принято как-то вот захваливать, да, там, что ты вот что-то сделал, все такие, да, так классно, так. У нас так не происходит такого. Вот. А тогда я помню, ты выкладываешь на SoundCloud что-нибудь, и тебя просто все захваливают. Вот. Но в то же время ничего не говорят. То есть как бы все говорят так круто, так классно, ставят тебе там какие-то там сердечки, что-то делают, но через какое-то время ты ощущаешь вот эту пустоту за этим, что за этим ничего не стоит. И я помню, что вот меня прям сильно начало это ощущать, когда мне абсолютно случайные люди мне выдавали какую-то адекватную критику, вот прям, которую я не мог сам осознать на тот момент. Вот я помню, один раз мы писали какой-то коллаб
с другим музыкантом на фами-трекере. И мне какой-то чел рандомный из Твиттера написал, что у меня там то ли снейр запаздывает, то ли что-то там где-то запаздывает, в общем. А я даже вообще не знал про это. Ну, то есть я не мог это осознать на тот момент. А он мне сказал, и я пошел, сфокусировался на этом, и думаю, блин, реально какая-то фигня. И я его, в общем, подрезал, и стало реально лучше. И я думаю, блин, вот это был реально крутой фидбэк. А не вот это, знаете, типа, классно, классно, там, круто, вот. А из-за этого круто, так как у всех все всегда круто, и никто не говорит, типа, да, ну или, ну там максимум, это когда никто ничего не пишет. Но когда никто ничего не пишет, ты же не знаешь. Ты не знаешь на самом деле, что это. Это тоже на самом деле такая демотивация. Особенно если ты только начинаешь, и у тебя аудитории по сути нет. Типа как тебе понять? Люди просто не слышат ничего? Или как? Или они слушают, просто это какой-то трешняк, и они поэтому молчат и ничего никак не реагируют. Или просто им лень. Вы знаете, сейчас уже лень даже на этом, там в Инстаграме тапнуть, там на фотку, там, да, тоже, это уже какая-то тяжелая работа, там нажать на лойс. Поэтому, блин, такое. В общем, если тогда вернуться, халтура бесит, когда хлопают какой-то странной фигне, которой ты просто, ну, не знаю. Ну, лично не видишь ничего такого. Раздражает. Вот, хочется окружить себя чем-то прям, чем-то крутым, чтобы тебя вдохновляло. Вот, когда этого не происходит, то это реально бесит. Давайте углубимся. Вот в LSDJ есть такая тема, значит. Я тоже так делал. Рекомендую, вот, когда ты начинаешь, ты тоже не знаешь. Ты не знаешь ничего, да, плюс-минус. И вот я тоже не знал, я делал, типа, как я думаю, ну, думаю, так, наверное, надо. И вот, значит, у меня на нозе всегда тарелки были, знаете, такие, с такими длиннющими хвостами, прям вот они были такие, настолько длинные, прям вот, прям супер длинные, прям практически до каждого следующего какого-то удара, вот. Это на самом деле тоже не очень звучит, и я сейчас слушаю свои старые треки, меня это на самом деле подбешивает даже немного. Вот это вот их какая-то шумиха, вот. Поэтому есть там такая штучка в LSD, называется Length в инструменте. Ее можно поставить, как бы регулировать намного, там больше диапазон, чем если командой как бы подрезать. И вот ее можно там подрезать, чтобы хэт подрезать так, чтобы он заканчивался до следующего. То есть типа между вот этим и следующим был кусочек пустоты. И тогда это звучит гораздо лучше и чище. Вот. Даже если вам нужна какая-то длинная штука. На самом деле, когда вот ты в лоб сравниваешь, то это намного прям приятнее, как мне кажется, слушается. Так что вот если взять такую чисто LSD-шную тему, вот это прям раздражает меня. Еще туда же варп на вайве, вот это вот прям. Варп это нет, короче. Это не на самом деле шучу. Если звучит круто, то можно делать вообще все, что хочешь. Раз уж за модинг говорили, последнее это в общем, стало так легко все модить, все эти геймбои, что сейчас, во-первых, невозможно купить ничего с рук за вменяемую цену, потому что за вменяемую цену уже все скупили. Вот, и остается только в основном либо очень дорогое, либо в каком-то стрёмном совершенно состоянии. Вот. Либо ты покупаешь готовый с модами, который стоит каких-то баснословных денег обычно. Ну, как бы понятно почему, потому что если ты решил купить и сам замодить, у тебя это влезает в такую же копеечку, потому что какой-нибудь IPS-кит тот же самый стоит 6 тысяч сейчас. И, в общем, вот это вот замодить геймбой превратилось в какую-то роскошь, и, честно говоря, тоже немного, ну, не знаю, утратила, в общем, свою какую-то андерграундность это все дело. Все-таки вот эта вот подсветочка, которая под оригинальный экран вставляется, вот у нее был какой-то такой андерграундный вайб. А сейчас там этот IPS, там уже так все круто, типа, ну круто, да, но не то. Вот ощущается не так немного все равно. Вот. Так что да, цены на кирпичи это, конечно, страшилка. Поэтому, ну, можно заработать там, купить, но можно спокойненько там писать на чем-нибудь другом. И только потом, если вдруг захочется, ну, либо прям с собой его потаскать, там, не знаю, или вот прям хочется прям пописать на железке. Вот. Или будет концерт, и как бы с компьютера же концерт играть не круто. Вот.
захочется купить, тогда можно купить. А так, в принципе, мне кажется, что смысла особо нет деньги тратить. Вот, по крайней мере, на каких-то таких ранних этапах можно спокойненько в эмуляторе писать. У меня, на самом деле, геймбоя сразу не было же, и я до этого писал LSDJ все равно. Вот. У меня тогда была ретро-консоль, так называемая GPH, ну она называется, но она уже давно вышла из производства. Вот, она мне служила верой и правдой лет 8, наверное. И вот тогда я на ней писал, на LSDJ. Там какой-то был стрёмный эмулятор. Я даже не помню какой. О-бой, наверное. Это был. Мало того, что он сам по себе стрёмный, там еще что-то там было не так, я не знаю что. Но там нельзя было частоту дискретизации поставить сильно высокую. То есть там звук был такой. Ну, верха были такие мыльненькие, короче. Но мне это не мешало, я там написал все равно каких-то штук 7 каких-то кусков. Вот. И один даже у меня трек, по-моему, я на SoundCloud тогда выкладывал, прям очень старый. Вот он тоже был на этой штуке написан. Вот. И только потом, когда вот ко мне геймбой пришел, я начал на него писать. Так что, в принципе, это не особо важно. Железки, не железки. Из-за того, что вот дорого стоит и бесит, я бы сейчас, наверное, не купил. Вот. Не купил геймбой, просто бы сидел там в сеймбое, там в ретро-плаге. Просто купил бы себе, короче, геймпад за, не знаю, за косарь какой-нибудь от SNES. Вот, чтобы удобно было, и сидел бы, и все. И думаю, что этого было бы достаточно. Так что вот, такой список. Да, ну ладно, спасибо, что послушали мои разговоры. Вот. Приходите на концерты, заходите в Telegram. У меня Telegram — это Purely Grey, через собаку. Ну, вы знаете, в общем. Вот. Ну, вы, главное, на концерт приходите, потому что это самое главное. Без концертов, конечно, печально. Вот. Так что, да, ну как там, ставьте лайк, subscribe, вот, колокольчик там, в общем. Всем спасибо, давайте, до скорых встреч.